Всем привет, друзья! Все, кто начинают ремонт, постоянно сталкиваются с одним очень важным вопросом: каким будет чистовой потолок? И сегодня я хочу рассказать о современных натяжных потолках. Для этого я нахожусь в шоуруме компании Crab Systems, а также компании CSC Group, которая занимается монтажом этих потолков. Выпуск провести мне поможет Морозов Алексей, это руководитель компании CSC Group, очень большой специалист в этом деле, имеющий огромный опыт. Сегодня, я думаю, мы разберем основные мифы, основные ошибки, основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся практически каждый день. Мы не продаем натяжные потолки, мы хотим вам рассказать, как с ними вообще работать и что это такое. Я хочу разделить выпуск на 3 блока. Первый – это теория, что такое современный натяжной потолок. Второе, мы расскажем о новинке от Crab Systems. И обязательно досмотрите видео до конца. В конце мы ответим на вопросы, которые нам постоянно пишут наши подписчики, связанные с натяжными потолками. Давайте начнем с теории, что такое современные натяжные потолки. Потому что я постоянно сталкиваюсь с такой ситуацией, что при словах «натяжные потолки» сразу же возникает какое-то отторжение. Люди начинают морщиться, дорогой ремонт, натяжной потолок, у них просто нет вот такой ассоциации, что дорогой ремонт может быть с натяжным потолком. Все верно, на самом деле это очень имеет простое объяснение, потому что у большинства людей при словосочетании натяжной потолок в головах возникает картинка, я попробую сейчас ее описать, это, как правило, какая-то глянцевая поверхность каких-то совершенно жутких цветов, не имеющих отношения к современному интерьеру, тем более к каким-то премиальным ремонтам, с обязательной жуткой маскировочной лентой по периметру. У вас здесь есть пример, я знаю. Давай покажем. Конечно. На самом деле здесь маскировочная лента использована еще достаточно эстетично и смотрится она аккуратно, но, как правило, на объектах она выглядит не так красиво. Вот весь ваш дорогой ремонт сразу же превращается в непонятно что с такой штукой. Это прям, она толстая, мрачная, такая, она еще желтеет со временем. А иногда еще и выпадает. Да, эта лента ужасная. И какой же у нас тогда выход? Года 2, наверное, уже даже 3 года назад компания Crab Systems разработала решение под названием теневое примыкание. То есть существует ряд профилей, которые создают между потолком и стеной аккуратный теневой зазор, так называемую звенящую линию, которая смотрится намного эстетичней и позволяет избавиться от этой жуткой маскировочной ленты. Смотри, для того, чтобы показать, проиллюстрировать техническую сторону данного решения, у нас есть такая замечательная штука, мы ее условно называем крабницей. Она имитирует часть натяжного потолка и примыкание со стеной. Здесь мы видим непосредственно сам профиль, в который заправляется полотно. И здесь мы видим, как у нас получится именно стык потолок и стена. С этим примыканием мне все понятно. А если у нас какой-то более сложный потолок, потому что современный дизайн требует всяких интеграций, света, вентиляции, уровней, как с этим бороться? Ну смотри, у компании Crab Systems есть целый набор профильных систем и решений, которые позволяют реализовать практически любые дизайнерские задумки на сегодняшний день. Основная линейка представлена профилями слот 140, 160, 180. Они отличаются по высоте. Это и есть, да, 80, 60? Да, то есть они отличаются по высоте, и при помощи данных конструкций мы можем организовать практически любые твои задумки. То есть, будь то многоуровневый потолок, либо желание интегрировать плоскость потолка, проектор или какие-нибудь шторы римские или что-то еще. У меня проблем не будет с тем, что я купил светильник, и мне его потом не вставить туда. Не. То есть как раз данное решение используется для интеграции трековых систем низковольтных сторонних производителей. По сути, это конструктор на самом деле. То есть да, все верно. мы берем разные детали. Кто любит лего играть, вот я недавно собирал статуи свободы. И собираем из них любую конструкцию, которая нам подходит, под которой потом натягивается потолок. Что мне бы не хотелось, вот как дизайнеру, да, чтобы натяжной потолок ограничивал мои возможности. Да. На сегодняшний день я скажу больше. У натяжных потолков, я с уверенностью это заявляю, есть больше возможностей, чем у тех же самых потолков из гипсокартона.
То есть нам проще интегрировать туда различные системы, проще интегрировать трековые системы низковольтные. Мы имеем опыт организации в натяжном потолке ревизионного люка размером 1,5 на 1,5 метра, который позволяет получить заказчику доступ к каким-то скрытым коммуникациям. И в том случае ребята, которые занимаются гипсокартоном, они сказали, что они люк такого размера в потолке сделать просто не смогут. Он тяжелый будет. Он будет тяжелый, им будет невозможно пользоваться. Если они даже соберут такую конструкцию, она будет просто неподъемная. Я постоянно говорю о том, что современные дизайнеры, многие, для них современный дизайн — это теневое примыкание потолка и теневые плинтуса. И вот на этом дизайн заканчивается. Но я считаю, что это, для меня это, наверное, уже какое-то само собой разумеющееся решение для минималистичного интерьера. То есть да, это должно быть, это непременная атрибутика дизайна. Это все можно легко монтировать, собирать, и это не будет нас никак ограничивать. Давайте, чтобы не быть голословными, сразу покажем буквально несколько примеров. Посмотри, на данном мольберте представлено несколько наиболее популярных решений в области натяжных потолков. Это двухуровневый потолок с декоративной закарнизной подсветкой. Также в данном мольберте встроена магнитная низковольтная трековая система. Я бы обратил внимание на аккуратные стыки и линии примыкания систем и полотна. Также хочу отметить, что потолки бывают не только ПВХ, но также еще тканевые, текстильные. И как раз на данном мольберте мы видим тканевую фактуру, которая смотрится максимально кайфово под интерьерным светом. На самом деле можно очень долго перечислять все опции, которые предоставляет нам компания Crab Systems. Есть одна вещь, которую я прям хочу вам показать. Это очень круто, когда я увидел, я прямо был шокирован. Это сочетание диффузора вентиляции и трековой системы. Здесь они идеально подходят, и вот здесь видно уплотнитель, то есть потолок будет вокруг, и будет одна вот такая красивая щель, в которой будет и вентиляция, и светильники, которые можно сюда интегрировать. Я все время говорю про мои боли, вот вентиляционщики — это постоянно какая-то боль, они постоянно предлагают самые ужасные вот такие решетки, знаете, огромные, страшные, как на какой-то, не знаю, овощебазе, вот такие вентиляционные. И я всегда говорю: ребята, сделайте красивые, там, однощелевую или двухщелевую решетку. И в случае с натяжным потолком вот такое решение как раз идеальное. Но у меня вопрос: вот если я такое покажу моим вентиляционщикам, они же меня, наверное, пошлют куда-нибудь? Нет, почему? Вы как-то, есть какие-то практические испытания, как-то это вот? Были произведены аэродинамические и акустические испытания. То есть мы уже можем говорить, что это серьезный продукт, профессиональный, и который действительно обеспечит комфортную работу. Чисто технически, в какой момент нужно познакомить вентиляционщиков с этим делом? Как вообще? Чем раньше, тем лучше. На самом деле, в самом начале стройки, потому что это заказное изделие, его изготавливают в течение 10-15 рабочих дней, и уже индивидуально в соответствии с потребностью от вентиляционщиков. Технически все равно стройка начинается всегда с вентиляции, но это всегда самое первое. То есть у нас есть проект вентиляции, и потом я уже консультируюсь с вами, и вы предлагаете, как интегрировать ваши щелевые вот эти диффузоры. Абсолютно верно. Я думаю, что, в принципе, мы вот все по теории закрыли, все базовые вопросы. Давайте теперь перейдем к одной очень крутой новинке. Я думаю, самый частый вопрос, который мне задавали, связанный с натяжными потолками, это насколько он опустится от плиты перекрытия. Постоянно. И у нас у всех не такие высокие квартиры, а даже если они высокие, мы все равно боремся за любой сантиметр. Вот что у нас с этим сейчас на рынке? И специально для решения данной задачи компания Crab Systems разработала целую линейку профильных систем, которая позволяет минимизировать опуск натяжного потолка. И в идеальных условиях, когда соблюдены все факторы, мы можем сделать этот опуск 27 мм. В полную линейку входят профили с подсветкой, профиль для треков, линии с подсветкой, системы для крепления карнизов, двухрядные, однорядные. И вот эта интересная штука, я хочу подробно на ней остановиться. Я недавно, на самом деле, в первый раз с таким столкнулся на объекте. У нас была большая гостиная, там площадью метров 60, и в ней стояла одинокая колонна. И заказчик мне задает вопрос: а как же мы обойдем колонну? И я на практике впервые с этим столкнулся, я никогда даже об этом не думал. И вот это решение как раз именно для такой ситуации. Невозможно на объекте спаять полотно. То есть в любом случае оно будет заранее подготовлено, и его нужно будет как-то замкнуть вокруг колонны. И вот для таких решений, для такой ситуации как раз существует вот такая штука.
Это такой темный шовчик на вашем потолке. Вот за счет него вот здесь будет с двух сторон замыкаться как раз полотно. И еще хотел задать Алексею практический вопрос. Вот я не люблю стеклянные шторы в ванной, они постоянно заляпаны, они постоянно в брызгах. Я хочу сделать вот такую штуку себе в ванной. Вот я сейчас делаю ремонт. У меня вопрос, на самом деле, очень простой. Идет шов теневой по стене, по плитке. Будут вот эти наши крепления. Что вот здесь будет? То есть здесь будет какой-то теневой... Вот как они будут здесь сочетаться? И не будут они в итоге выпадать? И как их потом еще надеть туда? Как это технически выполняется? Чаще всего мы просто не доводим до стены, там буквально сантиметрик или сколько необходимо, для того, чтобы система заканчивалась чуть раньше, чем начинается стена. Здесь вырезается специальный паз, через который заправляются крючки, и закрывается этот паз специальной эстетичной заглушкой. Теперь я понял. Когда я это реализую, я вам это обязательно покажу, как это выглядит в реальности. Но я хотел бы все-таки по чесноку спросить. Вот у нас же перекрытие потолка не бывает идеальным. То есть, наверное, вот именно 27 миллиметров вот это что-то такое супер идеальное. Да, абсолютно верно. И на самом деле, когда эта система только появилась на рынке, это самое распространенное было возражение, что на стройке идеальных условий не бывает. Элементарно, даже распределительная коробка, она, как правило, высотой там сантиметров 6. И о каких 27 миллиметрах тогда мы говорим. Но здесь мы должны четко понимать, что в любом случае у нас будет какая-то нижняя точка, от которой у нас будет уже отсчитываться опуск. И в случае использования стандартных систем от этой нижней точки мы будем опускаться на 4, на 5, на 6 сантиметров. А в случае с использованием линейки профилей из линейки Slim 27 опуск будет составлять всего 20-27 миллиметров максимум. Мы проектируем, когда потолки, вот наши дизайнеры спрашивают, а какой, Саш, там минимальный можно опуск сделать, и мы начинаем подсчитывать там сначала провод, потом профиль, потом гипсокартон, потом 2 листа. И это все складывается в очень серьезный пирог. Здесь мы получаем минимальное соотношение вот от той самой нулевой точки, которую нужно найти. И вот этот 0, наверное, это уже вопрос к вашим строителям, чтобы они максимально все прижали. Если подытожить, если есть задача сделать опуск натяжного потолка минимальным, то на самом деле на сегодняшний день нет альтернативы системе Slim 27, потому что эта система именно создана для минимизации опуска натяжного потолка. Давайте теперь перейдем к практике. У меня на канале есть видео, где я сравниваю гипсокартоновые потолки и натяжные потолки. Я специально к этому выпуску изучил все вопросы, что мне чаще всего спрашивают, какие самые залайканные вопросы. И хочу сейчас поговорить именно со специалистом, потому что я все-таки не специалист в натяжных потолках. Хочу вам их задать. Главный самый вопрос, что дешевле, натяжные потолки или гипсокартоновые? Да, вопрос про деньги. Это любят все. Ну смотри, у нас много партнеров, строителей, прорабов, и мы очень часто их мучаем вопросами, а сколько же у тебя получился потолок из гипсокартона под ключ, с маляркой, с покраской, там, если ты делаешь в 2 слоя, с нормальными профилями, кнауф, ну, сделать как по уму, чтобы это не потрескалось через полгода. И цифры, которые нам называют, варьируются где-то в районе 5, 6, некоторые ребята даже называют цифру в районе 7 тысяч рублей. Мы понимаем, что 7 это прям, наверное, будет топовое решение, но все же. Если же мы говорим о натяжном потолке, здесь стоит разделить. Натяжной потолок ПВХ более бюджетный. Стоимость полотна в среднем составляет в пределах 1000 рублей за квадратный метр. Если мы делаем ПВХ полотно на теневом примыкании, разумеется, мы в основном так и делаем на дизайн-проектах, то стоимость где-то будет в районе 2-2,5 тысяч рублей за квадратный метр, что, как ты понимаешь, уже 3 раза. Если же мы рассмотрим более дорогое текстильное полотно, которое по эстетике точно не будет уступать гипсокартону и обладает максимально матовой поверхностью, то стоимость текстильных полотен будут варьироваться где-то в районе 2,5-3 тысяч рублей за квадратный метр. И если мы сделаем на теневом примыкании, мы получим цифру где-то в районе 4-4,5. То есть это уже дороже, конечно, чем ПВХ, но все равно бюджетнее, чем потолок из гипсокартона. Но вопрос, это просто полотно? Это просто полотно. Без светильников, без всего? Безусловно. Светильники ГКЛ и светильники в полотне, они сильно удорожат и то, и другое или нет?
Ну, надо смотреть Чтобы быть именно- объективным именно. И надо понимать, о каких решениях конкретно мы говорим. Натяжной потолок в любом случае получается дешевле, чем гипсокартоновый. Но я думаю, что еще один очень важный момент – это, конечно, скорость монтажа, Да. потому что гипсокартон – это долго. Ну, получается долго, дорого Конечно. и не всегда красиво. Второй постоянный вопрос, который вот каждый там, не знаю, постоянно пишут мне этот вопрос, такие вот с таким, с ухмылочкой. Тканевый потолок – это же все равно ПВХ, только сплетенное. То есть это не экологично, это плохо. Что вы про ткань можете сказать? Ну, смотри, тканевый потолок это не ПВХ, это полиэстер. Что такое полиэстер? Это синтетика. Это практически тот же самый материал, из которого даже делается одежда, да, которая имеет различные пропитки. Некоторые производители пропитывают данное полотно полиуретаном, некоторые акрилом. И как раз ткань, которая пропитана акрилом, считается на сегодняшний день наиболее экологичной. Потому что акрил, что такое акрил? У нас ванны, в которых мы вечером отдыхаем, из акрила. И по сути даже детскую одежду, насколько я знаю, делают из акрила, то есть из синтетики. Поэтому это наиболее экологичный материал, причем он изготавливается, как правило, на европейских производствах под очень жестким контролем. И мы точно понимаем, из какого материала у нас сделан потолок. Поэтому вот не надо так говорить. Тканевые потолки экологичные. Еще много пишут о том, что со временем натяжной потолок может провиснуть, вот как пузо. Что с этим? Ну смотри, здесь нужно четко понимать, что у натяжного потолка, особенно если мы говорим о ПВХ полотнах, есть так называемый естественный провис, который составляет, как правило, около 1% от диагонали помещения. То есть если у нас диагональ помещения там 1,3 метра, то провис может достигать там 2-3 сантиметров. Но визуально, глазом, вы это никогда не увидите. Основной миф, который прозвучал, что потолки со временем провисают. Со временем они не провисают. То есть вот этот провис, он будет оставаться таким, как сделан изначально. Если же потолок начинает опускаться больше, чем норма, то это говорит о том, что есть какие-то уже нарушения. Как правило, это связано с негерметичностью запотолочного пространства. То есть воздух попадает за потолок, и по сути просто у вас потолок надувается. Есть специальный профиль у компании Crab Systems под названием AirCrab, который позволяет избежать данной проблемы. За счет того, что у нас в стыке между потолком и стеной есть специальный зазор, через который воздух, если он даже будет попадать за потолочное пространство, будет выходить. И потолок надуваться не будет. Я еще, наверное, добавлю про текстильные полотна. Текстильные полотна, они имеют более высокий уровень натяжения, более высокую плотность, и у них провис совсем незначительный. То есть там буквально какие-то, возможно, миллиметры. Мы понимаем, что это зависит от общей площади потолка, но провис текстильного потолка, тканевого, будет в любом случае меньше, чем у потолка ПВХ. Можно практический вопрос для конечно. меня и дизайнеров нашей студии? Вот у нас есть дверь у шкафа 60 сантиметров, распашная. Насколько должен быть потолок поднят над дверью? Наша рекомендация выдерживать минимум 3 сантиметра между дверкой и потолком. Это в большинстве случаев позволит избежать ситуации, когда дверка при открывании касается полотна. Я еще хочу добавить, что если нам необходимо сделать вот это расстояние меньше, например, там, сантиметр или 5 миллиметров, то есть решение. Вдоль шкафа условного мы можем пустить какую-либо линейную систему, будь то световая линия или встраиваемая трековая система. И за счет того, что эта система будет расположена вдоль шкафа, она будет поддерживать полотно, и провис будет минимален. И за счет этого мы можем сделать расстояние между шкафом и потолком совсем небольшим. Есть какие-то ограничения вообще по объему? Да, есть. У натяжных потолков ПВХ есть ограничения по ширине 5,5. Некоторые умудряются растянуть полотно до 6 метров, но мы не сторонники такой практики. Если мы говорим о текстильных полотнах, то ширина текстильных полотен 5 метров, но ограничение будет 4 метра 90 сантиметров, потому что это есть особенности монтажа, скажем. Что будет дальше? Там будет шов или что? Как правило, на стадии проектирования мы продумываем, как обойти этот момент. Либо мы делаем там теневой разделитель, либо мы устанавливаем какой-то элемент освещения, световую
линию, трековую систему, либо мы, может, просто сделаем переход уровня. Переход уровня за То счет есть я чего- понимаю, что лучше склейки избегать, да, что лучше делать какой-то дизайнерский прием, Да, будет да. гораздо эстетичнее. Если даже мы решили сделать спайку, склейку, как ты ее назвал, нужно проконсультироваться с потолочниками, и они, скорее всего, дадут рекомендации, где расположить эту спайку, где ее будет вообще не видно. Не видно. Я хочу подобрать свет себе в проект. У меня будет натяжной потолок. Куда мне идти? Мне нужно обязательно покупать свет у Crab Systems, или я могу пойти к любому поставщику света и что-то им сказать? Как это вообще технически происходит? Ты можешь приобрести свет самостоятельно в любом магазине или у своих поставщиков. Очень прошу, рекомендую, согласуй данные светильники с ребятами, которые Просто им будут показать. ставить. У меня будет вот такая... Да, такая скажи, вот, спецификация. ребята, вот я выбрал такой светильник, вы его сможете смонтировать, проблем не возникнет, потому что если ты выберешь какой-нибудь современный безрамный светильник или, например, прямоугольный, стоимость монтажа будет дороже. Да, мы это сделаем, но это будет подороже. А если ты выберешь какой-то простой светильник, там совсем бюджетный, который будет просто в монтаже, то это, опять же, не скажется на стоимости работы. Как чинить потолки? Вот пробку в Новый год открыл, там он порвался. Мы как раз недавно тестировали. Пробка не пробивает натяжной потолок. Проверено. Смотри, по поводу ремонта натяжного потолка. Тут есть нюансы. Если мы говорим о каком-то повреждении или порезе, которое расположен около стены, там, на расстоянии 5-10 сантиметров, то, как правило, мастер может перекроить и отремонтировать потолок. А если же у нас повреждение находится где-то в центре помещения, либо далеко от стены, то, скорее всего, необходимо будет заменить полотно. Как правило, полотно оно не составляет там какую-то большую стоимость, то... У меня сразу быстрый вопрос. Вот у нас Да. есть 3000 за метр натяжного потолка. Сколько из этого в процентах составляет полотно? Без монтажа, профилей и так далее. По нашему опыту, по реализации проектов, стоимость полотна от общей стоимости проекта составляет где-то порядка 10-20%. В зависимости от немного наполнения. совсем. Да, то есть у нас, например, были проекты реализованы, порядка 1 000 000 рублей за общий проект, в который у нас входили и система вентиляции, щелевые диффузоры, люки, трековые системы, понятно. куча всего. И из этого 1 000 000 стоимость полотна составляла всего лишь Незначительная, да. там, порядка 100 000 рублей. Потолки желтеют со временем? Есть такое? Если вы заядлый курильщик, кальянщик, любите подымить дома, то действительно потолок от этого дыма со временем изменит цвет. Ну, как любой потолок, будь то там гипсокартон или натяжной. Пленка, да, какая-то, наверное. Ну, Нет? конечно, это будут уже вот эти вот все осаживаться. И возможно это почистить потом или нет? Мы не пробовали. Просто, проще заменить полотно, чем его чистить. В комментариях написали, что где-то слышали, что натяжные потолки впитывают запахи. Вы о таком слышали вообще? Я слышал, но давай рассуждать логически. Если мы говорим о ПВХ потолке, то это что? Это просто у нас, по сути, цельный материал, который впитывать чисто по физическим свойствам запахи какие-то не может. Если же мы говорим о текстильных полотнах, то текстильное полотно имеет сетчатую структуру, и действительно какие-то запахи там могут задерживаться. Но здесь скорее вопрос о том, насколько грамотно у вас организована вентиляция в том помещении, где вы, например, готовите. И если у вас все запахи сохраняются в помещении, то здесь, наверное, вопрос больше к тому, насколько хорошо у вас работает вытяжка. Да, я думаю, что диван будет еще больше пахнуть, чем конечно, потолок. конечно. Главный, наверное, вопрос, как выбрать монтажника для натяжных потолков, на что вообще смотреть, да, как понять, что человек сделает нам все качественно. Ну смотри, здесь нужно понимать два момента. Во-первых, рынок натяжных потолков разделен на два сегмента.
есть так называемый масс-маркет, где существует множество различных компаний, которые ориентированы на простые У Леруа стоят, раздают натяжные потолки со скидкой. Конечно, это те самые ребята, у которых там третий потолок в подарок, светильники они обязательно вам еще какие-то подарят, там стоимость квадратного метра, там 250-300 рублей, там вот часто мы можем видеть эти листовки в лифтах, в новостройках. То есть, если у вас простой потолок, квартира под сдачу, вы не заморачиваетесь по поводу качества, то, я думаю, любая из этих компаний вам подойдет, скорее всего. Если же у вас дизайн-проект, если у вас есть какие-то сложные решения, там, переходы уровня, дорогостоящие трековые системы, и здесь уже мы говорим о том, что на рынке есть команды, которые специализируются на реализации дизайн-проектов. Первое действие, мы звоним в Crab Systems и говорим: дайте мне рекомендации по моему региону. И, скорее всего, вам назовут несколько компаний, которые работают на этих системах. Если же вам не порекомендовали никого, открываем социальные сети, что там на Ютубе можно поискать. Любые социальные сети. Любые социальные сети, и там мы уже смотрим, насколько ребята открыты, показывают ли они свою работу, насколько они вообще квалифицированные мастера. И, наверное, последний вопрос, но вот после всего нашего сегодняшнего разбора, я думаю, что он сам по себе отпал. В какой момент вызывать специалистов по натяжным потолкам? Мы рекомендуем вызывать потолочников как можно раньше. В идеале, если вы дизайнер и проектируете потолок натяжной, даже на стадии проектировки пообщайтесь с потолочниками. Пусть они посмотрят ваш проект, и, возможно, они дадут какие-то рекомендации, которые уже на стадии проектирования позволят избежать ошибок. Если у вас уже стройка началась, то в самом начале стройки пригласите потолочников, пробегитесь по квартире и посмотрите, где у вас будут расположены блоки питания, как у вас будет организована электрика, как у вас будет организована вентиляция, где будут какие системы установлены, не будут ли они конфликтовать между собой. И тогда уже, когда ремонт будет подходить к завершению и настанет время монтажа натяжных потолков, проблем, скорее всего, не возникнет. На самом деле это касается всех вот минималистичных решений, связанных с профилями. Об этом нужно, это кажется очень простым, просто там темная линия, это на самом деле совсем не так, и обязательно продумывайте это, проговаривайте это со своими строителями, со специалистами по монтажу заранее, до того, как они вышли на объект, потому что когда они вышли на объект и начали делать, потом уже будет поздно, будут переделки. Я думаю, что сегодня мы ответили на все основные вопросы, связанные с современными натяжными потолками. Огромное спасибо Crab Systems, Алексею. Очень подробно нам все рассказал. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Если видео было полезным и интересным, то поддержите его лайком, это очень важно для его продвижения. Переходите во все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. И до скорых встреч, пока-пока!